С ковидом эпидемия одиночества не закончилась. К сожалению, люди все больше и больше страдают от одиночества. Понимаете, если бы люди не страдали, мы бы не говорили о том, что это опасно и что это эпидемия. Я Анна Заворотько, я психолог, сексолог, психосоматолог. Мой опыт более чем 15 лет в этой сфере. И я очень хочу поговорить про насущное. То, что почти на 58% поднялось количество диагнозов тревожность, депрессия, депрессивные проявления именно у одиноких людей, в общем-то, заставили ВОЗ бить в барабаны и трубить тревогу, потому что это уже не шутки. Я бы все-таки комплексно это рассматривала, потому что есть такая биопсихосоциальная модель, да, и мы в ней смотрим и на этапы развития общества и социума, и то, как происходит взаимодействие социума и человека. Если была эпоха укрупнения, объединения, консолидации, да, то последние годы мы наблюдаем эпоху индивидуализации, разделения, все по своим норкам, каждый человек может, в принципе, абсолютно комфортно жить самостоятельно. Ну, давайте честно. Объединяться в пары для того, чтобы выжить, да, конечно, может быть, в некоторых странах. Да, некоторые страны делают для этого все. Вводят, например, для одиноких более высокие налоги. Ну, таким образом, для того, чтобы подстегнуть к браку. Но, в общем-то, у нас нет необходимости. И объединение в пару – это только наше желание. Но помимо желания, там же столько сложностей. Поэтому, конечно, проще включить порно или какой-то развлекательный фильм и побыть одному, чем настраивать вот это сложное взаимодействие с другим человеком. Поэтому здесь много фактов. У нас ведь бывают моменты, когда нам не просто удобно, нам нужно побыть в одиночестве. Нам нужно восстановиться, нам нужно перестать слышать внешний гул, слышать собственные мысли и слышать, что со мной происходит. А бывают моменты, когда нам становится тоскливо. И вот я считаю, что достаточно взрослый человек, достаточно, как сегодня любят говорить, осознанный, это тот, кто умеет различать эти свои состояния. И тот, кто может пойти в контакт с другим, несмотря на то, что это сложно. На сегодняшний день мы с вами наблюдаем такую гендерную войну, да, где женщины рассказывают, как ужасен сапог мужской, да, а мужчины говорят, какие женщины ужасные, меркантильные. И такое ощущение, что это все нагнетается, на этом строится хайп. И правда сложно, когда вокруг машут красными флагами, начинать строить отношения. Поэтому, правда, мне очень сейчас жаль тех людей, которые в поиске, которые вот прям невротично на сайтах знакомств, да, ищут эту пару, опасливо переписываются, смотрят каких-то блогеров, которые им говорят, там опасный Бармалей, туда не ходи, там жуткая тарелочница, она сейчас тебя ест. Ну, это правда уже какая-то страшилка ненормальная. И непонятно еще и где знакомиться, правда? Ну, вот. Сложно. Четко очень говорить своим близким, родным и любимым людям, я уважаю ваше мнение, но у меня другое. Останавливать разговоры, останавливать их на корню. То есть не включаться, не оправдываться, не виниться, не объясняться. Не оправдываться даже тогда, когда ваша мама или бабушка говорит, о боже, я умру в одиночестве, у меня не будет внуков, это ненормально. Говорить, мне жаль, что ты так чувствуешь, но мне хорошо в моей жизни. Мне хорошо, моя жизнь, я выбираю. Стоять на этом здоровом, я считаю, эгоизме. Потому что вы в своей жизни не обязаны оправдывать чьи-то ожидания.
И также и в отношении своих друзей и подруг, когда вам говорят, что это ты вдруг, что с тобой не так, да, 40 лет ты один. Да, один. Мне комфортно, я один. Все. Потому что когда человек начинает зажиматься, оправдываться, ну, другие хотят его прям допинать до своей точки зрения. Радостно так. Они говорят, ты что, давай, выйди замуж и страдай, как все, чухаешь, улыбаешься, да. У меня в терапии 60% мужчины, и они очень страдают. Они очень страдают, они очень хотят познакомиться. И правда, разного возраста, 30, 40, 45, мужчины, которые ищут и которые очень так прям настроены на построение отношений. Что я вообще могу посоветовать и мужчинам, и женщинам? Не забывайте, что мы выбираем человека. Мы его выбираем для чего? Для того, чтобы нам с ним было в какой-то степени интересно. По какому принципу интересно, все равно. Хоть вы вместе хобби-хорсингом будете прыгать, хоть, не знаю, куличики лепить на пляже. Ищите для начала людей, схожих вам по интересам. В специальных студиях, не знаю, на танцах, на теннисе, где угодно. Пытайтесь для начала встретить приятеля. Да? Вот с кем интересно, с кем можно поговорить. Опять же, за человеком можно в таком случае понаблюдать. Вы уже будете видеть вообще его манера разговора, манера взаимодействия с другими людьми, вам подходит или нет. И опять же, это выбор. Да, это большой выбор, и независимо от того, к какому полу вы принадлежите, вы можете подойти к понравившемуся человеку и сказать, ты знаешь, мне бы хотелось познакомиться с тобой поближе, мы можем вместе выпить кофе или, не знаю, можем после тренировки там куда-нибудь сходить. И это окей. Мы уже живем в таком мире, где нет приоритетности, кто там должен подойти первый, или кто должен сделать первый шаг, или кому это делать стыдно. Поэтому ищите себе приятелей. С точки зрения человека и с точки зрения психотерапевта. Я тоже туда ходила. И я, например, очень быстро устаю. То есть, во-первых, это бесконечное мерцание лиц, и сложно сосредоточиться. Бесконечная неловкость от вот этой первичной переписки. Я, как человек радикальный, сразу предлагаю, давайте встречаться или созваниваться по видеосвязи. Я не хочу, не могу тратить свое время. Я бревно по переписке, вот честно. Что я много слышу от своих клиентов и о чем я говорю клиентам? Сохраняйте критичность мышления. Да, вот сохраняйте ее. То, что вы можете быть очарованы фотографией или историей. Пытайтесь соблюдать нейтралитет. Не уходить вот в эту ипостась, где все обманщики, идиоты, боты и кто-то еще, и не уходить вот в эту очарованность. О, боже, да, мне написал принц Сомали. Нет, да, пожалуйста. Все-таки входим в адекват, задаем человеку достаточно простые вопросы. Да, не надо пытаться сразу погрузиться вот в этот глубокий внутренний мир, нырнуть в эту Марианскую впадину, да, и посмотреть, что же там подноготное, да, и свое тоже, пожалуйста, не надо сразу вываливать. У нас люди как будто бы любят сразу просто офигеть, сколько человеку накидать своих травм, проблем, и все. И такой, ну если не испугается, пойдем дальше. Испугается. Мало того, вы еще выболтаете непонятно кому кучу личной информации, да, поэтому выдыхаем, остаемся в реальности, пробуем выяснить какие-то простые вещи, не очаровываемся чтением стихов, да, просто вот грани разумного соблюдаем. По поводу встреч и первых знакомств, первых вот этих моментов. Во-первых, для девушек сразу скажу, пожалуйста, девушки, не надо надевать все лучшее сразу. Не нужно делать боевую раскраску индейца, потому что мужчины порой ошарашиваются. Они не понимают
ну, это выглядеть может очень агрессивно, и они в ответ начинают себя вести агрессивно, потому что они тоже смотрят интернет. И для многих это выглядит как вызов, да, вот как часто мелькает сейчас в рилсах всяких такое, что я 2 часа собиралась, а ты меня на кофе пригласил. Ну, это был твой выбор, что ты собиралась 2 часа. Это был твой выбор надеть все лучшее сразу, сделать к этому свиданию маникюр, педикюр и брызнуть на себя духами за 100 миллионов. Да? Все, не надо, пожалуйста, здесь перекладывать ответственность. Да? Но и ответственность мужчины тоже это прийти в адекватном состоянии, потому что, ну, правда, мне клиентки рассказывают эти истории, когда мужчины приходят под шофе, и говорят, я очень сильно волновался, поэтому выпил. Вот, ну здорово, да, или приходит в состоянии там легкого наркотического опьянения. Нет, это не окей. Давайте относиться друг к другу с уважением. Да? И вот этот неловкий момент, если вы сидите, разговариваете и понимаете, ну нет, ну вот вообще нет, ну никак нет. Не тратьте время друг друга. Да? Загляните человеку в глаза, возьмите его за руку и скажите, ты знаешь, мне очень жаль, но у нас не произошла встреча. Я надеюсь, ты встретишь хорошего человека. Не тратьте ни свое время, ни время этого человека. Не надо давать друг другу ложные надежды. Это будет честнее. Если вам человек понравился по своему интеллекту, но вы не хотите романтических отношений, скажите ему об этом. Ты знаешь, я буду рада там, или рад видеть тебя в своей компании. Да, мало ли, может, вы познакомитесь со своим другом или подругой. Вот. Главное, давайте оставаться в любви, чтобы как-то немножко эту эпидемию одиночества начать тормозить, делать от нее прививки. Достаточный человек – это миф. У нас есть более такое удобоваримое и правильное понятие ассертивная личность. Это тот, которому хорошо с собой и хорошо с другим. Да? А вот самодостаточность – это некая утопия, которая невозможна. Ну вот совсем. Поэтому и проработанность вот эта вот вся, которая прям все. Нет, вы живете, вы живые. Мы каждый день выходим, там нам кольнуло, там на нас посмотрели, там поднялось что-то. Ну, постоянно. У нас живая психика. Мы живые, лобильные, нормальные. Условно, да, все. Вот, более-менее. Поэтому в отношения мы приходим тогда, когда мы просто хотим с этим конкретным человеком в данное время побыть рядом и что-то там с ним строить. Поэтому нет никакого подходящего момента, неподходящего момента. Да, если вы вчера расстались и сегодня вдруг очень сильно влюбились, вряд ли там будет что-то... Хотя черт его знает, и такие случаи известны. Но там меньше шансов на то, что будет реальный человек, что вы строите отношения с реальным человеком. Поэтому, послушайте, вот каждый божий день, если вы одиноки, мое такое наставление, вы выходите на улицу, смотрите, пожалуйста, по сторонам, не в телефон. Смотрите по сторонам, смотрите на людей, держите вот эту полуулыбку на губах и смотрите людям в глаза. В любой момент может случиться эта встреча. Но если вы уткнетесь в телефон и заткнете уши наушниками, она вряд ли случится. Поэтому все в ваших руках.